Okay. Clear light is awareness. Ясный свет – это осознание. Knowing. Знание. Right? Knowing. Knowing yourself. Когда вы знаете себя. So what you do as a simple way, И можно поступить просто. you be still your body, Будьте неподвижны телом, you go deep into the stillness, погрузитесь в эту неподвижность, and through that you'll find like it will open up a big space, и благодаря этому вам откроется большое пространство, right? Like unbounded space, неограниченное пространство, and where you feel free. где вы можете чувствовать себя Free from свободно. all this suffering, pain, condition, thought, emotions. Nothing is there in that moment. И там нет никаких эмоций, мыслей, боли, страданий, никаких проблем. It's clear. Clear of those thought, emotion, pains. Там есть только ясность, и там нет никаких мыслей, эмоций, боли. But you go through the stillness of the door to find it. И вы используете покой своего тела, неподвижность своего тела, как дверь к этому, ведущую к этому. When you arrive there, И когда вы уже там, and then you see that, вы это видите, you're aware of that. вы это осознаете. Like going out and sky is very, very clear. Как будто вы вышли на улицу, и небо очень ясное. Then you're looking in the sky, you see the light. И вы затем смотрите в небо и видите свет. Because there's no cloud at all. Потому что там вообще нет облаков. Sky, clear, clear, and then light. Очень ясное небо, и в нем свет. But the same way inside, it's exactly the same way, but it's happening inside. И то же самое происходит только внутри. You see the light. То есть вы там видите свет. And then you rest in that union. И затем вы покоитесь в этом соединении, в этом союзе. Don't say, oh yes, now I see the light. Not like that. Just take it easy. Не говорите, вот здорово, я сейчас увидел свет, а просто отнеситесь к этому спокойно. Because you're not very familiar with that state. Потому что вы не очень знакомы с этим состоянием. You rest a little longer, a little bit more familiar. И поэтому нужно учиться покоиться в нем все дольше и дольше. Gradually, in that union, you feel the warmth. Warmth means you will feel like comfortable. You will feel good. И постепенно от этого соединения, в этом соединении вы будете чувствовать также тепло. Okay. Это означает, что вы чувствуете себя уютно, удобно, безопасно, хорошо. Like a joy of being. То есть вы чувствуете радость просто от того, что есть. Everything's good. И думаете, что все That is like warmth that you feel. Вот это то самое тепло, которое вы ощущаете. So this experience you cultivate a little bit more, make it stronger and stronger. И вот этот опыт нужно развивать, то есть усиливать постепенно, делать сильнее. Like you meeting your friend again and again to know more and to become more familiar, to connect more. Same way. Это можно It's internal friendship. Сравнить с тем, что вы встречаетесь с каким-нибудь другом или подругой, чтобы все лучше и лучше знакомиться с ним или с ней. И это вот такой вид внутренней дружбы. There are a lot of people, they are very good friends with other people, they are very bad with themselves. И есть многие люди, которые очень хорошо дружат с другими людьми, но плохо дружат с собой. So you're trying to learn that friendship inside. Но вы пытаетесь научиться вот этой внутренней дружбе. Once you have that stability, и когда у вас есть такая стабильность, then you learn to host. Remember we talk about hosting. Hosting is good. Before you do hosting, you need to have some stability here. You cannot just host. То вы учитесь после этого вот, давать период разным состояниям. Сначала нужна стабильность. Для этого вы не можете просто сразу к этому приступить. Without the familiarity inside that space, if you're trying to host, you will probably hosting with pain, not with that space and awareness. Без знакомства с этим внутренним пространством, возможно, вы будете давать приют вот своим, например, болезненным ощущениям в какой-то другой боли, а не в пространстве осознания. That makes sense? So once you then become a little bit more and more familiar, so you repeat that maybe in one day 3 times, 5 times. И вот вам нужно для того, чтобы с этим лучше познакомиться, повторять этот процесс, может быть, 3-5 раз в день. And maybe during the daytime, it's very, very helpful
Может быть, в ходе дня это очень полезно. To apply informally. Делать это неформально. For example, your wife will say something. Okay? Например, ваша жена что-нибудь скажет, And it annoys you. и это вас раздражает. That moment, immediately you wanted to say something back to her. И вам хочется что-то в ответ сказать. That's a reaction. Это ваша реакция. From you. But recognize that. Ну, поймите это. Instead of looking at her, what she said, what she did. Осознайте это. Вместо того, чтобы смотреть на нее, на то, что она сказала, на то, что она сделала. Those are the things, how you are perceiving. Those are the things making you angry. Это вот то, что вы воспринимаете, то, что вас раздражает. You look inside. Вместо этого посмотрите внутрь. Feel the stillness. Почувствуйте покой. Feel the space. Again, same way. Just immediately go inside and do that. То есть немедленно обращайтесь внутрь и делайте это. From that space, И из этого пространства you look at her. смотрите на нее. From that awareness, you connect with her. Из этого сознания устанавливаете с ней связь. From that warmth, you listen to her, host her. Из этого тепла слушайте ее, давайте ей приют, принимайте ее. You immediately begin to shift your perception. У вас немедленно изменится восприятие. You see, not only you have the inner refuge, but inner refuge became a ways of communication with somebody. И тогда у вас не только будет внутреннее прибежище, но также ваше внутреннее прибежище будет вашим способом общения с кем-то. So, that makes sense? Это понятно? Try that. Okay? Попробуйте. Try that. These approaches are the most transformative practice that I've ever known. Этот подход – это самая трансформирующая практика, известная мне. But each individuals, like you need to kind of be ready to do this. Ну, каждый из вас должен быть готов к тому, чтобы это сделать. I don't think everybody is prepared or ready to do this. But when you are ready, then I think it's a very powerful. Я не думаю, что каждый человек к этому уже готов, но когда человек готов, то это очень мощная сила. And it's very much about bringing these practices in our everyday life. It's not like a kind of running away from everyday life. It's just to bring in. И все это для того, чтобы соединить практику с повседневной жизнью, а не убегать от повседневной жизни. Make sense?